У меня был очень теплый универсальный свитер. Потом мне захотелось его переделать, украсить, сделать авторским. Сначала я подбирала композицию виртуально в Procreate, перебирала варианты и решила остановиться на змее, обвивающей талию. Дальше нарисовала мой эскиз змеи на газете, самый большой формат, что был под рукой. Вырезала этот силуэт для передней части и для спины. Чтобы сохранить композицию, оставляю кусочек соединения с хвостом. Пристегиваю шаблон булавками, но чтобы точно было удобно вышивать, обвожу рисунок смывающимся маркером для ткани. Такие продавались в магазинах «Иголочка» и «Леонардо» без названия бренда. Не рекомендую именно эти маркеры, они быстро выдыхаются. Белый маркер очень быстро перестал писать вообще, хотя я им мало пользовалась. Вышивать можно попробовать иголкой или крючком. Иглой получается как стежки на машинке, и нужно стараться держать ритм, чтобы они выглядели как одна единая полоса, а не кто в лес, кто по дрова. Мне больше понравился вариант крючка. Там все-таки как-то цепочками маленькими тропинка бьется сама плавно. Начинаю линию с места бокового шва. Нить закреплена на изнанке, а с лицевой стороны я ввожу крючок в ткань и поднимаю петельку низки наверх. Затем двигаюсь по намеченной линии, снова достаю еще одну петельку, подхватывая свободную нить внизу и продеваю ее через предыдущую. Вот такой силуэт змеи получился. Решила добавить в некоторых изгибах полосатое пузико змеи. Полоску нитки для вязания прикладываю и пришиваю обычными нитками. Чтобы закрепить нитку с изнаночной стороны, я оставляю колечко-петельку и в него 2-3 раза пропускаю иглу, а затем затягиваю. Так получается невидимый узелок. Можно повторить несколько раз для пущей надежности. Вышивать внутри змей буду пайетками и бисером. Решила сначала ниткой ограничительной области пятна вышить и потом заполнять пайетками. А-ля леопардовая змея. Пропускаем иглу на лицевую сторону. Нанизываю пайетку и следом бисеринку. И снова иглу пропускаю в пайетку и в ткань, выходя на изнаночную сторону. Возвращаю свободное место на лицевую сторону и снова повторяю пришивание пайетки, закрепляя ее бисеринкой. Для большего блеска вокруг пайеток добавлю вышивание одним бисером. Можно это делать одновременно, а можно сначала разбросать пайетки, а потом заполнять оставшиеся места бисером. Набираю 2-3 бисеринки. Пропускаю иглу в ткань и возвращаюсь обратно на лицевую сторону, на шаг назад. Пропускаю иглу через 1-2 последние бисеринки и снова набираю бисер. Либо пропускаю иглу в ткань, чтобы закрепить этот бисер. Можно
соединить бисер на игле с бисеринкой на уже пришитой пайетке. Вот как идут дела. Еще один промежуточный результат. Мне кажется, без пайеток тоже было хорошо, графично. Но я хотела праздничный свитер, поэтому ля-ля. Вот так получилось. А в конце видео будет мой танец, но немного в замедленном режиме. Тут некоторые пайетки я пришила без закрепления бисеринки. Видны нитки по краям. Пришлось фиксировать их с двух боков, поэтому 2 стежка. А вот и мой танец. Обычно я танцую только, когда меня никто не видит. Я решила скучно просто показывать, как я в свитере стою или просто двигаюсь. Угадайте, под какую музыку я танцую.